Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим с вами с душой любимого вашего человека, с душой загаданного человека, вызовем его на разговор. Итак, сегодняшний расклад у нас называется «Разговор с его душой». Будет 3 позиции, первая, вторая, третья. Загадывайте своего человека или троих и начнем смотреть. Итак, первая позиция. Что хочет сказать вам загаданный вами человек? Что он хочет вам сказать? Здесь человек настроен на какое-то новое начало. Но здесь, смотрите, возможно, вы проявляете излишнюю активность и требовательность в отношении него. И он хотел бы, чтобы в ваших отношениях все было по классической схеме. Такой вот брутальный, сильный, решительный мужчина и нежная, покорная, такая вот заботливая женщина. Поэтому здесь в тех моментах, когда вы его, возможно, в чем-то обижали, да, в чем-то упрекали, проявляли холодность, здесь он хотел бы получить от вас больше тепла и ласки. И вот когда он это почувствует, тогда, скорее всего, и настанет вот этот новый виток в ваших отношениях, настанет дальнейшее развитие. Каковы его тайные мысли о вас и о ваших отношениях? Он считает, что между вами много общего. Либо вы здесь прошли уже достаточно большой отрезок времени вместе, либо у вас, вот вы знаете, встретились и поняли, вот это мое. И ваше взаимодействие здесь, оно основано на том, что вы дополняете друг друга. Вы очень хорошо даете друг другу то, чего вам не хватает. Да? Он вам дает уверенность, силу, брутальность, вы ему даете нежность, ласку, понимание. Да? Важно, чтобы это пребывало в гармонии. Важно вот эти мужские качества, решительные качества все-таки передать ему, чтобы в вашем приоритете, да, в вашей прерогативе была нежность и забота о нем, о ваших отношениях, а его прерогатива – это защита. Каковы его тайные желания? Смотрите, он может находиться сейчас в состоянии принятия решений, потому что ему важно, чтобы он, опять же, был ведущим в ваших отношениях. И если здесь не будет по его сценарию, здесь у него возникает большой вопрос, а стоит ли продолжать эти отношения? И он даже готов будет ими пожертвовать. Поэтому вам здесь совет: внемлите его требованиям, внемлите его желаниям, позвольте ему быть главным, ведущим, позвольте ему принимать большую часть решений, а вы будьте рядом и поддерживайте. Будьте настоящей, мудрой, понимающей женщиной. Позвольте ему быть мужчиной, не становитесь мужиком сами. Мужику мужик не нужен. Чего боится ваш загаданный человек? Смотрите. С одной стороны, он боится принимать какие-то решения вот именно сейчас. Он находится в состоянии ожидания. Он находится в состоянии наблюдения за тем, как вы, так скажем, поймете его желания, поймете его требования. И если вы их поймете, то он, конечно же, приступит к тому, что будет развивать ваши отношения дальше. Но пока он находится в состоянии, так скажем, принятия этого решения. Для тех, кто уже в браке, либо у кого партнер не свободен, здесь он боится вот именно развода. У кого, кто еще не в браке, боится заключения брака, потому что, опять же, есть некоторые моменты, которые ему не ясны. Но в то же время он боится, что вот этот вот момент принятия решений затянется. То есть идеальный вариант развития событий, чтобы он понял, что вы его поняли, чтобы он понял окончательно, что вы человек, который ему нужен, и тогда это решение будет принято, потому что сам не хочет стоять на месте, сам не хочет пребывать вот в этом непонятном подвешенном состоянии. Чего же ждет он от вас? Семьи,
любви, счастья, детей. Он ждет того, чтобы вы поняли, что вы с ним на самом деле боретесь заодно. Он ждет того, чтобы вы не вступали с ним в какую-то борьбу, чтобы вы перестали мериться с ним майками, чтобы он, опять же, сам принимал те решения, которые стоит принимать относительно развития дальнейшего ваших отношений, а вы просто будьте рядом, вы просто принимайте его, так скажем, слова, умеете его слушать и слышать, и здесь, конечно, ждет того, что вы будете с ним соглашаться. Если планируете каким-то образом выгнуть свою линию, то это нужно сделать очень аккуратно, ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае не под каким-то прессингом и натиском, а только любовью и лаской. Чего скрывает от вас человек? Смотрите. У очень многих может отыграться то, что, ну, поскольку у нас здесь также еще и королева мечей вышла, да, может отыграться то, что человек не забыл какие-то свои прошлые отношения. Здесь такое ощущение, что возвращается воспоминаниями в то, что было. И порой здесь, знаете, вот как циклично наплывают они, нахлынывают вот эти воспоминания. Ему, конечно, самому хотелось бы от этого, от всего отойти и идти уже во что-то новое именно с вами. Заинтересован в том, чтобы все прошлые отношения забыть и окончательно с ними вот в мыслях распрощаться. Какими видит он ваши отношения сейчас? На сегодняшний момент, смотрите, он готов двигаться дальше, готов идти вперед, но есть вот это состояние нересурсности. Это состояние нересурсности связано с тем, что ваше вот это взаимопонимание, оно не абсолютное. Вот это именно то, о чем я говорила в начале. Здесь он хочет, чтобы вы умели его слышать и принимать его позицию. Когда эта позиция будет достигнут, да, когда вот эта ситуация будет именно такой, что вы его понимаете, вы его слышите, вы делаете так, как он хочет, тогда да, он пойдет вперед, но он уже стоит буквально на пороге. Какими видит ваши отношения в будущем? Смотрите, какой-то период времени ваши отношения еще побудут такими легкими, ну так скажем, тайными. У кого есть треугольники, треугольники пока будут сохраняться. Но потом человек планирует принимать решения в плане серьезности. Здесь страх того, что потом пожалеет о принятом решении, поэтому подготовьтесь к тому, что в какой-то период времени ваши отношения еще побудут, ну, в таком романтическом, так скажем, любовном формате. Это будет своеобразный тест-драйв для него, для того, чтобы понять, правильное решение он принимает, либо неправильное. Поэтому здесь есть настрой, здесь есть стремление дальше быть с вами, все зависит от вас, очень многое зависит от вас, потому что человек хочет видеть от вас вот именно то, что вы готовы, ну, грубо говоря, ему подчиняться, готовы быть вот этой нежной, покорной, любящей кошечкой, вот этой вот нежной, покорной, любящей женщиной, которая будет о нем заботиться и с которой он будет чувствовать себя, ну, так скажем, настоящим мужчиной, настоящим защитником. Благодарю вас, единички, благодарю всех за просмотр. Идем ко второй позиции. Поговорим с душой вашего загаданного человека. Итак, что же хочет сказать вам человек сейчас? Смотрите, а он за вами наблюдает. Он наблюдает, потому что готовится сделать вам какое-то предложение. Скорее всего, это будет предложение руки и сердца.
И для того, чтобы убедиться в том, что он делает правильное решение, он будет, ну, так скажем, стараться дополучить информацию дополнительную, да, убедиться в том, что его решение верное. Может отыгрываться также ревность здесь. Очень ревнует, переживает, поэтому, собственно, и ведет себя подобным образом, может несколько медлить с принятием, точнее, с тем, чтобы сделать вам вот именно предложение, может немножечко действовать медлительно. Какие тайные мысли? Хочет идти с вами дальше. Хочет идти с вами дальше, но боится повторять ошибки прошлого. Боится того, что есть какие-то ограничения, какие-то моменты, которые не позволяют вот именно сейчас двигаться вперед. Это могут быть какие-то отношения с прошлого, это могут быть финансовые какие-то вопросы, это может быть расстояние. Восьмерка мечей – это любого рода ограничения, у каждого по-своему отыграется, потому что расклад общий. Но здесь человек хочет двигаться вперед. Самое главное, не совершать те ошибки, которые он когда-то уже совершал. Не наступать на те же грабли, так скажем. Каковы его тайные желания? Хочет быть решительным. Хочет быть решительнее, чем он есть на самом деле. Однозначно хочет выходить на новый уровень. Однозначно хочет двигаться с вами дальше. Хочет сделать выбор, и чтобы его выбор был правильным. Однозначно хочет быть с вами. Просто нужно какое-то время еще для того, чтобы ему в этом убедиться, да, то, что я не ошибаюсь, я делаю свой выбор правильно. Чего он боится? Боится споров, боится конфликтов, боится того, что будут между вами разногласия, боится того, что не сможете вы прийти к взаимопониманию. И знаете, есть страхи перед созданием семьи, но это вполне естественные страхи, это скорее волнение, прежде чем сделать какой-то ответственный шаг. Эти страхи, эти волнения вполне оправданные, потому что человек подходит к вопросу ответственно. Чего он ждет от вас? Во-первых, страсти. Во-первых, страсти, чувственности, эмоций. Во-вторых, ему хотелось бы, чтобы вы ощущали себя самодостаточной. Он хочет от вас самодостаточности в плане того, что вы не будете его контролировать, чтобы вы позволяли себе верить ему на слово, чтобы здесь не было такого четкого контроля и ощущения того, что да, вы две половинки единого целого, но чтобы здесь не было созависимых отношений, чтобы здесь каждый из партнеров был вот именно полноценной личностью, чтобы у вас не было такого, что один паразитирует от другого, да, грубо немножечко сказано, но идеально передает смысл. Чего скрывает от вас загаданный человек? Вы знаете, если он совершал какие-то ошибки, а скорее всего он совершал их, то он о них сожалеет. Скрывает очень сильную ревность. У нас ревность и изначально выходила, и сейчас то же самое. Ревность скрывает, скрывает то, что признал свои ошибки. И вы знаете, здесь есть момент, когда человек немножечко топчется на месте, да, то есть внешне он может показывать решительность, но внутри у него такое: я еще посижу, я еще подожду, я еще поприсматриваю. Здесь есть какая-то внутренняя вот у него неготовность. Но это опять же связано с тем, что боится ошибки прошлого повторить. Какими видит ваши отношения сейчас? Вы знаете, считает, что вы несколько холодны. Считает, что вы несколько не очень эмоциональны. Но смотрите, здесь есть момент, когда можно уйти от этих проблем, можно уйти от нерешительности, но здесь вот ваша какая-то холодность, ваша где-то грубость, где-то резкость, она является причиной того, что вот это вот все тормозится, так скажем. Здесь уже давно бы двинулись вперед, если бы вы проявляли больше ласки, чувств и эмоций, если бы не капризничали, не обижались, не были где-то грубы, где-то резки. Какими видит ваши отношения в будущем? Однозначно здесь будет прорыв, однозначно будет движение.
Смотрите, но здесь два варианта развития. Если вы принимаете, да, если он убеждается в том, что вы тот человек, который ему нужен, и вы принимаете его условия, то да, вы движетесь вперед, если вы готовы работать над отношениями. Если же ситуация иная, то он будет готов идти дальше, он будет готов выходить из этих отношений, вот поэтому он сейчас медлит. Поэтому вам совет, проявите благоразумие, проявите спокойствие, дайте ему почувствовать себя настоящим императором, потому что настроен на серьезные отношения, но он считает, что строить вот эти серьезные отношения с тем человеком, которого он не видит своим, а ему сейчас нужно убедиться еще раз в том, что вы именно его человек, вот с тем человеком, которого он не чувствует своим, не имеет смысла. Поэтому дайте ему почувствовать настоящим императором себя в отношениях с вами, и здесь все будет хорошо, двоечки. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашим подпискам, лайкам, комментариям. Пишите в комментариях, как у кого отыгрывается, и идем к третьей позиции. Итак, разговор с его душой. Что хочет вам сказать загаданный человек? Что хочет вам сказать загаданный человек? Он весь в мечтах. Смотрите, стоит перед принятием решения и боится, опять же, совершить ошибку. Боится, что вы, что сделав какой-то выбор, приняв какое-то решение, он попадет в западню. Поэтому он здесь старается проявлять где-то пока холодность, где-то пока сдержанность, потому что полон человек страхов. Каковы тайные мысли его? Смотрите, он хочет воспитать себя, точнее вас для себя. Он хочет, он видит вас человека, с которым он хочет быть, но здесь он как будто бы вас воспитывает, да, вылепливает, как Пигмалион Галатею, чтобы вы были именно такой, какой он видит, вот идеальную, просто во всех аспектах спутницу себе. Каковы его тайные желания? Хочет быть победителем, хочет, чтобы вы признали его лидерство, хочет любви, хочет больше чувств, хочет вот этого понимания, хочет состояния, вот знаете, вот сейчас он поработает, сейчас он вас повоспитывает, и потом вот как победитель скажет, да, вот это все моими руками, и она действительно идеальная, все, я могу расслабиться, я могу получать удовольствие от тех отношений, которые я приобрел. И здесь вот именно поэтому он хочет как можно больше привнести в вас, да, вылепить вас, для того, чтобы потом ваши отношения были идеальными и гармоничными. Чего он боится? Очень боится разрушения ваших отношений, очень боится расставания. Смотрите, если вы не свободны, боится этого статуса, боится того, что будет неопределенность в ваших отношениях, он все-таки хочет, чтобы вы принадлежали всецело ему. Чего он ждет от вас? Сам не знает, чего ждет. Ну, во-первых, чтобы вы готовы были идти за ним, чтобы вы готовы были за ним следовать, принимать его какие-то моменты, да, его требования. Но он готов к противостоянию, я вам могу сказать. Он не исключает того, что вы будете где-то сопротивляться, где-то брыкаться, пихаться, где-то не соглашаться с ним. А что он скрывает от вас? Император. Вы знаете, у многих может скрывать свое семейное положение. Здесь император, иерофант. Либо, смотрите, скрывает у тех, кто свободен человек, пока не говорит вам о своих намерениях на серьезность. Потому что здесь намерение на вас серьезное. Здесь хочет жениться на вас, здесь хочет семью, брака, но ждет. Он ждет для того, чтобы понять, готовы ли вы принимать его условия. Если вы будете такой, какой он хочет, если вы будете хорошей ученицей, так скажем, то вы будете его женой. Какими он видит ваши отношения сейчас? С
спокойно наблюдает, все хорошо, спокойно и гармонично. Но вас он видит несколько холодной и ждет, смотрите, если вы в отношениях, то он ждет, когда вы примете решение о том, что вот те отношения, которые у вас сейчас другие, да, в которых вы находитесь, чтобы вы приняли решение их закончить. Но однозначно здесь есть надежда на будущее. Карта звезда — это вера, надежда, это планы на долгосрочное будущее. Какими видит ваши отношения в будущем? Даже на треугольник согласен, смотрите. Готов, он очень боится расставания, поэтому если даже вы не примете решение о том, что что-то нужно оставить, он согласен даже на треугольник. Здесь человек очень вас любит, хочет с вами любви, хочет счастливого брака, ему главное, чтобы вы были с вами, вы были с ним. И как бы он не сопротивлялся, он все равно от вас не откажется. Он боится, он знает, что если отношения, ну так скажем, треугольные, если присутствуют третьи лица, то это несет для него определенную опасность. Но он даже на это согласен, потому что любит вас очень, не хочет отпускать. Благодарю вас, третий вариант. Благодарю всех за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите в комментариях, как отыгрывается у кого. До встречи в новых видео.